Приветствуем вас на канале Раиса Горяченко, дача, сад, огород, цветы. Мы пришли попробовать наши арбузы. Так, посмотри, где это... Вот усик. Где усик у нас? Вот он. Усик сухой, да? Сухой, да. Лопатка тоже уже сухая. Высохла. Значит, он должен быть уже... И звук, по звуку. А ну? Слышите, какой звук такой? А ну вот этот зеленый, давай посмотрим, как вот здесь видно, что лопатка зеленая. Вот она лопатка и усик зеленый. А ну постучи по нему, как разницу определить. А, тупой звук. Да. Тогда возвращаемся к тому, да? А здесь звонкий. Ага. Звонкий, вот. Слышите? Да, слышим, слышим. Ну что, будем резать его? Будем его... Ты думаешь, будем резать, да? Да. Да. Так, хорошо определяет внучка точно, он тут хороший, да? Да. Точно хороший. А где у нас этот усик идет? А он тут, вот видишь? Вот это усик здесь. Да, я вижу. И там и лопаточка. Да, здесь. Лопаточка. А ну-ка поверни сюда еще. Ну, усик один, там второе уже. Ну. Вот, я вижу. Ага, сухой тоже. Ну вот у нас тут получается, что он на двух сетках, потому что очень тяжелый. Да, очень тяжелый. И Да. звук Ну что, звонкий. будем резать? Будем резать, да. Так, резать. отрезаем. Давай. А когда мы будем кушать арбуз? Оба. Вот сейчас будем уже резать и будем кушать его. Да, Так, будем отрезаем. кушать, и я Вот люблю так. арбуз. Да, это хорошо, мы тоже Так, любим. как бы Это ты их поддерживать. посеяла, и вот они выросли. Так, кто будет резать? Килограмм 8 где-то. Вот так вот. Веревочки, да. Вот легко она у нас на веревочках. О, Вот на веревочку. Вот. о. Вот он вырос в этом, в сетке. Вот такой арбуз. А потом будет. А потом мы еще там. Да, этот еще у нас зеленый, он очень зеленый. А там внизу, вот этот внизу и уже хороший. Не, он еще зеленый. Внизу вот усик у нас здесь зеленый. Вот. Лопаточка еще, ну, просто обломали, а здесь у нас вот зеленый. Как определить? Он еще не спелый, этот арбуз. Вот. А этот остается. Да, здесь очень четко видно зеленое. И здесь зеленое. Ну, эти созревают, остаются созревать дальше. А мы пойдем сейчас резать. Ну, вот это арбузы у нас растут. Арбузы или арбузы? Арбуз. Арбуз. Арбузы у нас и дыни здесь продолжают расти. И вот сейчас мы будем резать 28 июля 2021 года. Пришло время познакомиться поближе с этими прекрасными ягодками, вот, которые дальше продолжают созревать. Вот. А тем временем я хочу вам рассказать немножечко об этом гибриде. Это гибрид Top Gun F1. Фирма Сингента, это швейцарская фирма, но с 2017 года ее выкупила крупная китайская корпорация Чем Чина. Вот. Чем интересен эта ягодка, вот такая она круглая. От высадки рассады, вот я прежде чем купить, изучала, от высадки рассады до плодоношения 58-62 дня. Но у меня получилось длиннее в связи с тем, что у нас вот такой год. Мы посеяли 19 апреля, растущая луна при раке, 16 тоже растущая, это уже май, растущая луна 16 была знак рак, очень хорошее время, вот вы видите, какие они красивые получаются. И здесь у нас получилось, после высадки рассады, вот 28 мы собрали, был 71 день, 71 сутки, уже чувствовалось, что он хорошо созревший. Ну и при выборе у меня всегда в первую очередь я рассматриваю вопрос устойчивости к различным заболеваниям. Так вот, к фузариозному увяданию устойчивость у Топгана и антракнозу. Ну и плюс описание, что вот этот арбуз очень хорошо выстаивает вот эти стрессовые ситуации. Ну и очень хорошо, что вот это растение имеет огромную корневую систему. Мы, конечно, ее не покажем. Здесь два растения заняли вот такую большую площадь. Вот, один пролет. И вот эта мощная корневая система дает большую силу роста.
Вот я их сначала было холодно, после высадки рассады пустила вниз, не поднимала на сетку. Они заполонили мне здесь все дорожки и баклажаны заняли. Пришлось их поднимать, обрезать, стричь. Ну, оставляла, как обычно, в теплице главный побег, потому что на главном побеге формируются вот эти ягодки. И очень большие листья. Вот они защищают, закрывают. Вот сколько вот солнце светит, постоянно закрыты ягоды от солнца. Солнцепек им не страшен. Вот такое интересное это растение. И красивое. Еще и красивое. Вот они какие-то вот кругловатые форма. Видели у них не очень толстая стенка. Вкус такой сладкий, ароматный, настоящий. Вот действительно медовый. Для теплицы, конечно, идеально. Думаю, что нужно будет чуть-чуть менять технологию. Надо будет оставлять один побег, вести в один побег. И здесь можно даже больше посадить. Хотя, конечно, можно было 3. Но мощная корневая система, они друг друга угнетали бы. На 3 можно будет посадить, больше не надо. И вот эта мощная корневая система создаст возможность им, они все везде и всюду забирают, все питательные вещества, везде их место. Вот они вот такие прекрасные. Но пока на рынке продают непонятного производства ягоды, ну понятно, что их там, после них болеют люди. Вот. А вот это домашний, очень хорошо, как раз к концу июля у нас вот созревают в теплице и очень вкусные и полезные свои ягодки. В теплице вот такие у нас растут арбузы с крупными красивыми листьями, с крупными ягодками, 8 килограмм. Но думаю, что и даже будет чуть-чуть больше вот этот. Вот такая интересная у нас информация об этом арбузе. Надо взвесить точно, чтобы знать. Ага, ну пока, да, тяжелый, даже дедушке мне тяжело держать. Но сейчас весы дедушка возьмет. Весы установлены, давай-ка взвешивать. А ну-ка, давай, Александр Федорович, что тут у нас? Сколько этот арбуз у нас висячий был килограммов? Точно 8 килограмм. 8 килограммов. Вот этот красавчик. Хорошо. Ну что, теперь... Его стоит 8, вот сколько. И рост у него еще, оказывается, есть. А какой рост у него? 8. Вот такой. 8? Можно измерить диаметр. Давайте. Предлагается еще другое измерение. Диаметр. Диаметр 25 сантиметров. Диаметр. Ага. Где-то, так. Да, где-то диаметр 25 Можно я сантиметров. тоже? Да. Все, сейчас смеряем его полностью. Со всех сторон. А с усиком он будет выше. Ага, все. Ну что, пойдем резать, посмотрим уже в ожидании, что же там внутри. Ну что, приступаем к разрезке вот этой ягодки маленькой, 8 килограммов. Ну что, давай, Александр Федорович. Ух ты, вот это треск. Вот это да. Ну-ка, 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 что он там нам покажет. Какой он, какой. Ай, красивый какой. Так, режь, да, надо, первый должен попробовать ребенок. Первую ягодку. То есть я, да? Да. Нет, я. Кто из вас? Надо вам двоим тогда. Я первая. Нет, я первая. Что здесь? Да, красавец. Нет, мне первая. А ну-ка, доставай. Нет. Вот, какой он красавец. Ух ты, яркий такой, красавец. Давай, первый ребенку. Лучше вот это. Хватит уже тянуть время, давай. А ну-ка. Давай порежу тебя? Давай, а ну-ка, и дедушка пробуй первый. А ну-ка ты, укуси. Ну как? Сладкий. Сладкий, да, красавец. А ну-ка. Вот какой он красивый. Как? Сладкий? Да. Вкусный? Ай, какая поешь, прелесть. давай. А теперь о подкормках наших вот этих ягодок. Очень красивых, вкусных. Ну, в первую очередь, почва была подготовлена с осени, и в почву были запаханы сидираты. Здесь была горчица и масличная редька.
И затем весной при посадке мы добавили в каждую лунку, очень широкий такой большой диаметр, по пол-литра удобрений, смешанные вот к 1 к 1. 3 удобрения – это рыбная мука, мясокостная мука и удобрения, мы очень хорошо используем, кормовые дрожжи. Это все из магазина для животных, ветеринарная аптека. Вот это продаются, вот эти удобрения. Ну, они продаются как корм для животных, но мы используем их как органические удобрения для того, чтобы получить экологически чистые ягоды. И добавляла горсть еще при посадке вот этого нового удобрения, называется курник, это куриный помет, обработанный, и он экологически чистый и для почвы, и для человека, который будет потом есть вот эти плоды, выращенные с помощью вот этого удобрения. Плюс были защитные опрыскивания по листьям. Так как было очень холодно, июнь был холодный, были только защитные опрыскивания. Первая была одна обработка по листьям и почвы. Это был трихофит. Я оставила 9 литров воды и 1 литр. Трихофит – это триходермин жидкий у нас. Вот такое удобрение продается. И добавляла 15 миллилитров овощной. Есть такой микроминералис, овощное комплексное удобрение. Затем было долго, снова же холодно, вредители развивались. Было много у нас и на улице, и везде, и всюду разной тли. Поэтому обрабатывала Скарада М, это биоинсектицид. И добавила вот в июне месяце, когда очень холодно, амина, есть микроминералис амина, это аминокислоты, для того, чтобы растение было устойчивым против вот этих резких перепадов и низкой температуры. Красивый. Как? Сладкий? Да. Вкусный? Ай, Давай какая порежь, прелесть. давай. Порежь? Сейчас все. Ты хочешь так есть? Вот 8 килограммов мы вырастили вот такой арбуз. Очень красивый, очень вкусный. Немножко информации о самом арбузе у меня дополнительно, отдельно. Вот он такой аромат. Все, я больше снимать не могу. Все, будьте здоровы все, пока-пока. Всего самого доброго вам.